Так, друзья, смотрите, добрый день. Делаю обзор фредлайнера. Фредлайнер 4-го года, Detroit мотор. Мы на этой машине, это как бы, клиент машина, он у нас ремонтируется, рядом со мной живет. Мы этой машине заглушили ЕГР, отрезали полностью, перепрошили его, сделали 500 лошадей. Сейчас я буду на гору, кстати, делать заезд. Мы проверим на ходу, как турбина дует, то есть мы турбину большую оставили. И будем смотреть, как она будет заезжать на гору, эта машина, и сколько она будет дуть, грубо говоря, на практически, на пике, не на пике, но в любом случае на максимуме, да, там, сколько надувает турбину, чтобы не было, не передуло. Это правильно вот так надо делать, друзья. Не только на холостых выставлять, а именно на ходу тоже надо все это обязательно проверять, на гору. Так. Такие вот дела, смотрите, вот такой вот Фредик. В принципе, такой, работяга, скажем так. Вот эти баки, что сюда поставил, видите, сварил. Огромные баки вот с этих сторон. Ну, сейчас будем заезжать на гору, друзья мои. Я вам покажу, сколько он дует на гору, как он заезжает непосредственно. Продемонстрирую все. Все, идем дальше. Так, друзья, трогаемся. Я сижу на пассажирском сидении. Так, сейчас будем заезжать на гору. Вот параметры машины. Будем смотреть. Что-то он как будто бы нижний ряд не включил. А, ты с какой тронулся? С третий? Надув турбины, смотрите, вот она. Он должен максимум 250 килопаскаль, это вообще как бы, это максимум. Тут большая турбина стоит. Сейчас мы посмотрим в пик, сколько он надувает. Слушай, мне что-то страшновато, знаете. Давай 10-ю. Бери левый ряд, там дорога лучше. Ну вот, грубо говоря, 2,3 атмосферы. По спидометру у нас 10. Вот, друзья, вот это, грубо говоря, пик этой машины, турбины. Это, грубо говоря, 230, это 2,3 атмосферы на гору, грубо на 10-й. Ну, нормально, я, в общем, ничего не буду больше делать. Как бы, это самое то, что надо, скажем так. Они как бы до 250, эти большие турбины, как бы эти моторы рассчитаны, да, как бы. Тут получается 230. Ну, расскажи, как подтяги после ЕГР? Отключения есть разница? Как, есть огромная? Большая. Это, конечно, небо и земля. ЕГР все мозги пудрят. Я сейчас покажу турбину, как я ему... Самое главное то, что турбина не играется, в подъеме обороты не играется. Да? Да. Конечно, выставили в одной паре, поэтому...
Егер, конечно, он то откроет, то закроет ее, понимаешь, да? Ну что, вот такая вот у нас вот такой заезд на гору, друзья. Проверили на пике. Вот так проверяется, в принципе, всегда. Кстати, я вам скажу, недавно вот, раньше я диагностику не делал, сейчас вот диагностику тоже сделал себе. Как бы сейчас мы сами все диагностику делаем. Ну, именно по диагностике. Сейчас вообще будем 10 раз диагностику делать в каждой машине, перед тем, как отдавать. Так что вот так, друзья, вот так. Ребята, Детройт очень, кстати, он такой приемистый, потому что у меня форсунки производительность хорошая. Ну все, друзья, сейчас я еще диагностику ему сделаю. Так, друзья, смотрите, сейчас сделаем диагностику, он прогретый полностью. На гору заезжали. А сейчас, вот видите, показываю ему 500 лошадей, 372 киловатта, вот она. Сейчас я сделаю ему диагностику. Это вот его ошибки. Он жалуется на линию данных. И охлаждайку, датчик надо менять, охлаждающая жидкость. Так что вот так. Сейчас я форсунки проверю. Сейчас на 1000 дадим ему. Посмотрим, как работают форсунки. На самом деле, я вам скажу, друзья мои, форсунки на Детройте, вот я диагностику сейчас проверяю их, я вам так скажу. Блин, честно, ни о чем, парни. Я вам, ну как бы, их надо ввести на стенд и только проверять там. Почему? Объясню. Потому что это сейчас мы время отклика, да, там как бы, грубо говоря, ну, смотрим. А вообще в идеале его надо гнать только у нас там Детройт, он диагностике на самом деле, честно, сильно не поддается. Ну вот первая, вторая, слабенькие. Остальные вроде более-менее. Вот так вот. Ну еще поработает, то есть еще поработает нормально. Почему говорю, что диагностика? Потому что Детройт, он, честно, ему пофигу на эту диагностику. Так что вот так вот. Ну все, друзья мои, идем дальше.